Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Так, я тут вижу есть две обалденные реликвии. Я вижу здесь есть одна обалденная легендарка, это инвокер, и две реликвии, как вы могли уже, наверное, понять из предыдущего ролика. Это аптечка священника и мастерская бума. Сегодня у нас будут инсеки. По крайней мере, я буду стараться максимально их реализовать. Сейчас поймете, почему я смеюсь. Я вам расскажу предысторию всего этого самого. Сразу говорю, после этого ролика вам нужно будет сходить в душ, полностью продезинфицировать весь ваш организм, как снаружи, так и внутри, соответственно. Ну, а теперь предыстория. Ну, нет, сначала не предыстория, а так. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Надеюсь, вы уже поставили свой лайк, подписались, кто не подписан, ну и оставляйте комментарии, чтобы ролик продвигался в тренды рекомендаций. Также на мой телеграм-канал подписываемся, потому что 5 марта выходит обновление. Я там уже заранее выложил скриншоты, что конкретно поменяют. Также я сделал опрос, нужен ли обзор на вот этот вот патч баланса. Поэтому давайте, заходите в телеграм, не стесняйтесь, там еще есть чат комьюнити. Ну а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Ух, какое долгое вступление у нас. Как вы могли понять, сегодня у меня отличное настроение, но я вам хочу сказать следующее. У меня в жизни наступила темная полоса. Почему? Потому что, ой, если вы откроете мой профиль, посмотрите запись игр, вы обалдеете. Как же у меня 5-я точка пригорала, просто. Меня аж телипало в некоторых моментах, насколько это было все жестко. Я пытался инсектоидов собирать несколько игр. Ну как несколько, наверное, игр 5-6. Признаюсь честно, 5-6 игр. Вот это, наверное, будет 7-я. Надеюсь, она будет успешной. Но даже если зайду в топ-3, либо в топ-2, я вам ее покажу в любом случае. Плевать абсолютно будет. Потому что, если честно, я задолбался. Мне вот тупо не везет. Против меня метовые сборки, всякие шаманы, тоже инсеков собирает кто-то. Ну, у меня просто разрыв 5-й точки происходит. Ну, как по щелчку пальцев. Не знаю, но у меня, знаете, аж задымление такое жесткое идет. Ой, настрадался я. То чел к 20-му раунду вытащит и Эмбера, и генерала в 3 звезды. То чел просто Эмбера какого-то соберет. То чел хитреца в 3 звезды соберет. То еще что-то соберет. То чел вообще на 22-м раунде соберет себе инвокера в 2 звезды. Ой, короче, короче, вы могли понять, что я настрадался. Нереально. Мог бы сейчас выйти в 30 монет, но, если честно, я особо этого делать не хочу. Потому что я хочу, возможно, БХ сделать себе в 2 звезды, если он, конечно, нормально будет идти. Да и, в принципе, даже если бы я выставил сейчас стол, я бы вот такому вот столу проиграл, который вот Тинкера в 2 звезды нашел. Был у меня еще игрок, который сидел полностью в хорошей экономике. Знаете, что он собрал? Он собрал себе обезьяну в 2 звезды к 10-му раунду, но это не самое страшное. У него после 10-го к 15-му раунду еще и Тинкер в 3 звезды нарисовался. Вот это вот меня прям разорвало нормально после этого. Я после этого пошел, покушал, отдохнул чуть-чуть. И думаю, такой, попробую еще раз. А предыдущая игра у меня просто 3 человека играло на метовых сборках. Один был огромнейший шаман, второй был огромнейший эльф, а третий был тоже эльф, но с антимагом, под который потом в гритеров перестроился и всех разорвал по итогу, потому что у него идеальные предметы были. Идеальнее там не придумаешь. Ну, типа там посох. Короче, ладно, не об этом. В общем, инсектоиды. Мои подписчики меня просили, и я реализую. Погнали, будем разбираться, что такое инсектоиды, с чем их едят и как они реализуются. Как в идеале вообще играть на инсектоидах? В идеале это, чтобы вам все шло как надо. Ну, это естественно, да. Там с первого раза предмет достали один, второй. Потом идеальные реликвии. Либо же вы на винстрике будете. В общем, можно играть... Я, кстати, вот так сделаю. Потому что у меня БХ один с монеткой, один без монетки. Вот. Можно играть через винстрик, можно играть через лустрик. Можно играть по-разному, есть 2 вида инсектоидов, но самый сильный, который я считаю инсек, это через камень Киры и мать насекомая. Сейчас объясню почему, и почему это нереально сильно. В общем, давайте сразу вот начнем с того, как вообще в целом играют на инсеках. Либо же ты идешь через обалденный винстрик, ну это если ты фартовый, если у тебя все отлично, все удачно, то к 20-му раунду у тебя почти 100 хп, у тебя огромный винстрик, у тебя все есть, все замечательно, все прекрасно, короче, жизнь у тебя полная лакшери. Потом, ты всю эту игру собираешь потихоньку себе инсеков, там всяких скорпионов, змеек, бруду, она же паучиха фиолетовая,
на 25-м раунде, если ты до сих пор еще не на инсектоидах, то ты дальше сидишь, вытаскиваешь мать насекомое с первого раза, потом ролишь предмет. Желательно это, конечно, делать через мастерскую бума. Ролишь предмет, находишь с первого раза камень Киры. Дальше ты находишь просто одну легендарную фигуру. И у тебя должно быть 3 паука. Один паук в 2 звезды и 2 паука в 1 звезду. Ставишь под алхимика. Алхимик съедает этих пауков, и у тебя какая-то легендарная фигура, вот, допустим, инвокер, да, вот самую топовую сборку. Если получится, в этой покажу игре, как это выглядит, с чем это едят и насколько это сильно. Ты, получается, ставишь алхимика, по бокам ставишь 2 паучих в 1 звезду, вторая паучиха, которая в 2 звезды, в ней находится камень Киры. Ценность продажи сразу плюс 2, то есть у тебя паучиха будет 8 монет стоить по цене продажи. Из нее, соответственно, вылупится на 1 монетку больше, то есть это 3-звездочная легендарная фигура. То есть ты гарантированно будешь сразу с нулевой секунды получать себе 2 легендарных фигур, условно инвокер. Инвокер это самая сильная фигура, можно так сказать, в инсектоидах, но там надо от ситуации отталкиваться, потому что, возможно, тебе понадобится дизраптор, а не инвокер. И дизраптор будет намного мощнее. Так же самое это касается совершенно любой другой фигуры легендарной. Поэтому надо смотреть по ситуации. Там горный вождь отлично зайдет. Кто еще такой отлично зайдет? Вот в инсектоидах легендарная фигура. Минер, горный вождь, дизраптор, инвокер. Тайд. Вообще прекрасный тип, потому что стан огромнейший делает. Кто еще такой? Ну и по стандарту из фиолетовых фигур есть это антимаг, обезьяна. Это прям такие самые жесткие. Орк-жрец. Вообще шикарно смотрится. Ну, в принципе, Варлок, кстати, еще. Кто же еще такой из легендарных фигур прям мощный? Я думаю, еще отлично заходит сюда Спектра. На Спектру еще надо попробовать выбить. Правильно? Темпларка неплохо смотрится. Берсерк тоже отлично смотрится. Но у Берсерка есть проблемы сейчас. У него очень забагованная его активка. То есть, когда он КД... Вот видели вот эту вот полоску на Берсерке сверху, когда типа КД идет? Так вот, вот эта вот полоска проходит, и он начинает 1-2 секунды на месте кастовать свои топоры просто в никуда. Это лютый баг, который вот разработчики в следующем патче починят, хотел уже сказать в текущем. В следующем патче починят берсерки, и у него будут все пассивные способности. То есть его топоры будут работать как под сайленсом, так и под всем остальным. Поэтому не будет вот этого вот прикола сверху, когда у тебя будет полоска проходить КД, и твой берсерк будет на месте кастовать. Это кринж. В общем. Второй момент, как играют через инсектоидов. Играют через лустрик. Вот как сейчас делаю я. У меня баф люди есть, прекрасно. Вот я поэтому вышел из экономики, чтобы поставить себе жрецов. Ну, чтобы у меня было 5 из 6, чтобы я получал баночки на хп, чтобы потом восстановить их. Первый момент. Потом, здесь есть 2 обалденные реликвии. Это аптечка священника. Дай бог, чтобы она сейчас на 10-м раунде упала, потому что по законам подлости может не упасть. Держите за меня кулачки. Хоть я знаю, что это инсектоиды, но держите за меня кулачки. Аптечка священника. На 20-м раунде падает не мастерская бума. И все. И мы погнали наших городских. Будем разрывать без единого шанса. Почему говорю именно такой сетап реликвий? Потому что, смотрите, на 20-м раунде падает мастерская бума. Я сразу буду искать предмет 3-го тира. Мне нужно мать насекомое. Падает с первого раза, все, я могу просто открывать шампанское и кайфовать от этого. Если упадет еще и легендарная фигура и будет уже, в принципе, готовый стол, то я вообще описываюсь от счастья. Потом, я после 25-го раунда буду ролить предмет 5-го тира. Это камень Киры. Камень Киры, который, соответственно, дает плюс ценность продажи, плюс 2. Почему именно такая вот сборка, она самая такая имбовая вот через лустрик? Потому что ты, по сути, идешь в полную экономику, ты очень рано берешь себе большой уровень, пришел еще и баф людей тебе ранее, ты просто становишься огромедный. К 20-му раунду ты можешь спокойно, если никто ничего не мешает, сделать себе 10-й уровень, и на 10-м уровне начинать уже ролиться. То есть 20-го раунда у тебя, по сути, 10-й уровень, и ты можешь спокойно уже ролить себе фигуры. Ну, то есть кайфовать. ДК приходит. Найс. Когда я хочу сыграть на магах-драконах, ДК мне так рано не приходит. Мне болт на 28 приходит, а не БХ. Ой, БХ, ДК. Кстати, воины собираются. Сочувствую воину. Ну, кстати, воин может еще довольно-таки жестко меня разобрать.
Аптечка священника, кстати, упала. Что я забыл подметить, потому что рассказывал. Аптечка священника. Это имба. Все, смотрим реализацию. Тут, конечно, мне немного мешает. Он чел на предпоследнем месте тоже будет играть через лустрик. Там еще есть ребята, которые таинственный фрукт юзают. Кстати, в следующем патче таинственный фрукт это будет нечто. Все расскажу в ролике. Он будет короткий, но расскажу все в ролике. Но кому интересно, в телеграм-канале скриншоты, что там конкретно поменяют. Так вот. О чем я говорил? Через лустрик, да? 10 уровень на 20 раунде. Дальше мы тупо ролимся. Мастерская бума падает, мать насекомая падает. Вам тупо дальше собирать свой стол. Самое главное не запутаться. Вам нужен, по сути, алхимик, потому что алхимик, как я уже и раньше говорил, это очень сильная фигура, которая дает по области минус броню, плюс может впитать в себя некоторое количество урона, плюс он является чернокнижником, а вы по-любому будете ставить змейку. Ну, есть моменты, конечно, когда не ставите змейку, но все же, поставите змейку, это плюс баф чернокнижников. Да, баф чернокнижников будет работать только на изначальные фигуры, потому что на изначальные фигуры будет распространяться этот баф, а на уже перерожденные фигуры этот баф не будет распространяться. И вот по поводу ценности продажи камня Киры. Если что, то ценность продажи повышается только у изначальных фигур инсектоидов. Запомните, у изначальных, то есть это змейка, скорпион, паучиха и никс из нежити. Только у них повышается ценность продажи при игре через инсектоидов. Именно через синергию инсектоидов. Запомните это, потому что я раньше почему-то думал, что работает на всех эта ценность продажи. Раньше, это пару месяцев назад. Потом я спросил, типа, в технической поддержке, какого типа лешего вот такой вот прикол происходит с инсектоидами, почему оно так не работает. Потом они мне объяснили, что они просто забыли добавить вот это вот описание в каком-то патче, что они именно так это подкорректировали, так порезали инсектоидов. И я честно выпал с этого. Но зато теперь будете все знать. Как в целом работают инсектоиды. Инсектоиды работают от перерождения друг друга фигур. То есть, что под этим подразумевается? У вас есть змейка, есть еще одна змейка, обе змейки в 2 звезды, или просто одна змейка в 2 звезды, одна в одну звезду. Змейка в одну звезду умирает, она отталкивается от ценности продажи змейки в 2 звезды, то есть она, получается, будет перевоплощаться в фигуру, которая будет по ценности продажи 6 монет. То есть в какую-то рандомную фигуру. Может в этого... Ну, в кого угодно, короче, там превратиться уже по рандому. Допустим, да, представим, что это Скорпион. Вот. Переродился Скорпион в 2 звезды. И у вас на столе еще есть Скорпионы. То вот эти вот ваши Скорпионы, которые не перерожденные, они уже будут отталкиваться от самой дорогой фигуры Скорпионов. То есть, допустим, у вас есть 2 Скорпиона в одну монетку, и со змейки вылупился Скорпион в 2 монетки, да? То они будут отталкиваться от этого, ну вы поняли, короче, от него. Все, запомнили. По поводу, почему бруда такая мощная. Потому что, когда вы соберете бруду, она в 2 звезды, она будет 6 монет стоить. С камнем Киры она будет стоить 8 монет. И когда алхимик будет 2 маленькие паучихи хавать, из них появится фигура за 9... Серьезно? 15 раунд, 2 легендарки, шанс 1%. Это все за, это за мои страдания, я отвечаю. Это за мои страдания. Мои страдания за эти несколько дней тупо окупились. О, ребята. Надо еще Рок Войны найти. Рок Войны, потому что инвокер вызывает форжей. Эти форжи дают по минус 5 брони. И эти форжи очень статовые. У них много урона с руки, они дают минус броню с каждой тычки, плюс у них 80% магического сопротивления. То есть форжи инвокера прям то, что доктор прописал. Да и в целом инвокер это имба. Подкидывает, обезоруживает, бафает. Ну, короче, много у него функций. Я удивлен, просто инвокер и минер мне падает. Серьезно? Ну все, это моя игра. Все. Не, ладно, я не буду это говорить. Тьфу-тьфу-тьфу. Потому что, ну его в баню. Я прекрасно знаю свою удачу. Даже если мне так хорошо идет, есть огромнейшая вероятность, что мне будет идти очень плохо. Тупо предметы не будут падать. Вот увидите. Что-то здесь должно пойти не так. Скорее всего,
по предметам не повезет. Я очень удивлюсь, если мне с первого раза, ну или со второго раза получится только мать насекомое достать. Обычно это происходит так, когда я последним предметом достаю. Вот. На самом деле у меня сейчас все прекрасно. Деньги есть, хпшка есть, баночки есть. Дай бог, чтобы еще баночки нормально восстановили, тогда вообще космос будет. Вот. Думаю, тут уяснили. Паучиха 6 монет, камень Киры становится 8 монет. Алхимик хавает их, то, соответственно, при полной синергии инсектоидов им добавляется плюс 1 ценность продажи. Соответственно, это будут фигуры за 9 монет. И вот тут вот в том и прикол, то, что у вас будет легендарка за, ну, в 1 звезду, а появится с помощью вот этих вот паучих легендарка в 3 звезды. А инвокер, он просто многофункционален. В нем много чего есть. Много. Как я сказал, обезоруживает, бафает, дебафает, спамит. Ну просто, ну инвокер имба. Под инсеков это имба. Он еще так может наспамить этих форжей. У меня как-то был против меня инсек, но у меня была огромнейшая легионка, в которой там 1000 с чем-то урона было, все предметы те, что надо было, но он мне настакал минус, по-моему, 100 с чем-то брони там. Там такой жесть был. Ну, не передать словами, насколько это было жестоко. Но минус 100 с чем-то брони он мне настакал. Я где-то даже в чате Телеграма кидал скриншот на этот счет. Было смешно. Так, чел там, походу, хочет сыграть на драконах. Сразу говорю, инсеки против кого хороши? Они хороши, по сути, против всех, если хорошо вам пришло. Но инсектоидов довольно-таки просто контрить. Если у вас есть сильный, мощный керри, ну, условно, темпларка с хорошими предметами, Марси метовый, просто вот далеко ходить не надо. Метовая Марси с хорошими предметами. Боже, Марси может так их легко всех стирать подчистую, что просто не передать словами. Я уже, кстати, сейчас почти 10-й буду. Вот настолько все хорошо пошло. Вот что делает ранний баф людей и ранние легендарочки еще. Не, вообще, ранний баф людей, ребят, это вообще топчик. Вы просто вдумайтесь на секунду, если на 3-м раунде, ну ладно, на 4-м вы поставите себе баф людей. За 15 раундов сколько получите вы опыта и сколько денег сэкономите. Это топ. Я считаю, вот самое шикарное начало это 3 меха, 3 гоблина и 3 человека. Это вообще топ. 6-й уровень у вас все есть. Потом, кто еще контрит хорошо инсектоидов? Ну, далеко ходить не надо. Обезьяна. ДК. Но это все нужно, чтобы оно было плотное и огромное. Вот тогда контрят они без шансов. Без единого шанса. Ну, в целом, по-моему, про инсектоидов я все рассказал. Больше-то и нечего рассказать. А, еще такой вот момент. Если вы делаете через... Ну, я точно вспомнил, только вот хотел заговорить за одного персонажа и вспомнил о том, что есть 2 стиля игры. Ну вот, как я рассказал, через камень Киры, есть второй стиль игры. Это тупо играть через кучу дубликатов. И, соответственно, тоже можно использовать камень Киры, но уже не так целенаправленно, как вам надо. То есть там вы критически отталкиваетесь чисто от сильных дубликатов, ну и, соответственно, от мать насекомого. То есть... Что я подразумеваю под этим? Вы делаете себе 10 уровень, у вас падает эмпресска, у вас падает маленькая цветка, и вы играете через 2 орка-жрецов, 2 антимагов, там, 2 паучих и тому подобное. Орк-жрец, когда будет суммонить из мертвых, допустим, ту же самую паучиху, то она будет считаться как живым инсектоидом, и то есть она может переродиться. Да, вот такой вот рофл есть. То есть, если на столе, вот представьте себе математику, у вас умирает 1-звездочная паучиха, одна, но у вас есть еще одна паучиха, которая в 2 звезды. А орк-жрец из мертвых суммонит вот эту вот паучиху в 2 звезды. И вот эта вот паучиха, которая была изначально живая в 2 звезды, она будет уже отталкиваться от ту, которую только присуммонили. Но работает это криво. Не всегда, к сожалению, как надо. Не знаю, с чем это связано, но разработчики почему-то так это сделали. Не знаю зачем. Ну, зачем-то сделали. Ну, плевать. Оно работает, как работает. Но, ну, я не знаю, как сказать, ну, типа, правильнее, что оно корректно работает. Вот и все. Сейчас, если что, не спешу предметы ролить. Не спешу. Сейчас подождем, мне упадет мастерская бума и погнали. Вот сейчас начнется уже ярчайший контент.
Я ж забуксовал на месте. Кстати, сегодня я не так сильно оговариваюсь. О, воины собираются. Ай-яй-яй. О, сюда, там аж... Ну, там 3 реликвии были обалденные. Только сказал, что я не заговариваюсь и просто забуксовал на месте. Ну, пожалуйста, дай мать насекомое. Ну, а безоруж, кстати, тоже пойдет. А безоруж топовый предмет. Ничего не могу по нему сказать. Это реально топовый предмет. Зевс, сюда. Алхимик, сюда. Эмпреска. Естественно, сюда моя родненькая. Ну, Зевса я собирать не буду. Не хочу. Сюда маленькую цветочку. Так. Продаем кунку. Сюда закидываем. Если что, предметы на обезоружие, тому подобное закидываю в импреску, потому что это будет 3 обезоружия. И эти обезоружия не полетят, если что... Ну, разработчики это пофиксили, естественно, спустя какое-то определенное время. Не знаю какое, но какое-то определенное время они это пофиксили. Короче, эти обезоружия летят по разным фигурам потом. По каким разным фигурам, если честно, в душе не чаю. Я, кстати, вот так сделаю. Потому что в антимага... Ну, мы знаем, антимаг... Это очень слабая фигура, запомните. Кстати, агров тоже продам, они мне не нужны. Заберу винстрик? Я у него сейчас заберу винстрик. А у него нет хаотичного договора. Просто сколько же контроля. Усик ничего не может. Давай сюда свои деньги. Звон монет, слышите? Алхимик, пойдет. Антимаг, пойдет. Но я антимага не хочу собирать, если честно. Не хочу. Не, надо убирать его, надо убирать. Вот так вот сделаю. Плевать на этого антимага. Плевать плюс плевать. Так, сюда. Усиление на месте. Цемочку тоже надо будет в скором времени продать, она мне не нужна будет. Кстати, вот эта шапка 2-го тира, она работает, если что, тоже только на самих инсектоидов изначальных по ценности продажи, которая повышает. Можно будет ее попозже закинуть. Пока что не особо есть смысл. Пусть лежит, как и лежит. Еще один инстрик? Давай сюда, да ты шо, я ж благотворительный фонд сегодня, давай. Горный вождь. Пойдет. Просто почти все легендарные фигуры открыл сам. Хорош. Я молодец. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Еще один инвокер. Без проблем. Мне такое нравится. Причем еще один инвокер будет появляться с предметами. А, кстати, еще такой вот момент, что они тоже будут отталкиваться, вот эти вот ваши изначальные инсектоиды, они будут отталкиваться от вот этих вот дубликатов цвета. Но, момент, вот эти вот фиолетовые дубликаты перерождаться не будут, если что, в другую фигуру. Это если кто-то задавался таким вопросом, то, ребят, вот так. Так, эльф, метовый эльф, здорово. Я надеюсь, я тебя выкину. Ты меня за эти 3 дня просто так... На самом деле, как же меня за 3 дня задолбали эти метовые эльфы. Ну, конкретно, игра через Марсик. Как они меня задолбали. Вот серьезно. Еще одна цветка, да не вопрос. Давай сюда, пойдет. Сейчас просто будет 3 огромных импрески появляться с предметами. Так вот, за эти 3 дня меня эти эльфы беспощадно выносили. Они не давали мне тупо играть. Я даже собирал охотников через Кири Траксу в 3 звезды. И чтобы вы понимали, я не мог попасть по эльфу. А извините, у меня были охотники, которые в идеале это контрпик эльфа. Вот вдумайтесь в этот абсурд. Ну, короче, это жестко. Минус 21. Здорово. Яичко. Сюда. Ой-ой-ой-ой. Помянем, ребят.
Пожалуйста, пусть мне упадет сейчас уже мать насекомая. Будь другом, давай. Сейчас у меня и 3 минера будет появляться, 4 импрески. Горного вождя, в принципе, можно оставить. Хотя, на самом деле, зачем мне этот горный вождь? Можно его продать. Я, кстати, сейчас зарандомлю предмет. Не упало. Не упало, зато упал шарбизна. В принципе, я и не против. Потому что там есть маг. Чтоб он просто моих инвокеров не трогал. И в целом мало наносил урона этот маг. А, у меня 6 импрессок появляется. Но 4 импресски с предметами. 6 импрессок, 4 с предметами. Кайф, кайф. Мне надо будет еще рок войны найти. Ох, хорош, просто. Да! Какой же это кайф, ребят. Я не могу вам передать словами, насколько я радуюсь, когда мне вот так вот предметы падают. На самом деле, это еще плохо, мне предметы падают. Сейчас посмотрим, что будет с предметами 5-го тира. Кстати, мне надо поставить еще одного инсека. Это надо скорпиончика ставить. Вместо алхимика поставлю, пока что он все равно мне не нужен. Как-то вот так сделаю расстановку. Инвокер, по сути, должен доставать шаром бездны по всем почти. Главное минеры там и главное импрески. Можно было бы, конечно, в импреску засунуть, но эффект шара бездны не накладывается друг на друга, поэтому особого смысла нету это делать. Вот когда импреска у меня будет в 2 звезды, тогда можно и закинуть, в принципе. А так пока пусть будет. Пусть будет. Ну, поехали. Кто ты? Это у нас Марси. Марси, здорово. Обезруш в лицо прилетел. Отдыхаем. Как же я наслаждаюсь, ребят, сейчас этой игрой. Что, минус пока? Минус 33. Пойдет. Свенчик. Ну, Свенчик мне не нужен. Так, ищем предмет 1-го тира, рок войны. Закончили поиск. Его нет. Ничего страшного, еще время есть. Минеров 2 звезды. Поехали. Поставим еще змейку одну. Нет, ладно. Поставим паучиху еще. Паучиха пригодится. Так, ну минеров, в принципе, можно и поближе поставить тогда. Хусик в 3 звезды. С маской и щитом 3-го тира. Марси в 3 звезды. Готовьте, ребят. Брейте ноги, я в дороге. Дракончик с рогом войны. Сильно. Не спорю. Точнее, с драконьим рогом. Вот ты. Так, ну, шапку-ушанку можно перекинуть в бруду, потому что она будет тогда у меня за 7 монет. По цене продажи будут вылупляться фигуры за 8 монет. То есть, по идее, это будет паучиха вылупляться. Потому что будет, ну, паучиха либо никс. Потому что фиолок у меня нет. Не, ну, есть вероятность, что у меня будет вылупляться еще инвокер. Нет, ну, паучиха. А ну-ка. Опа! Видели механику? У меня только что была перерожденная паучиха в 3 звезды. И была живая паучиха в 2 звезды. И вот эта живая в 2 звезды оттолкнулась от этой паучихи и появился инвокер. Как вам механика работы инсеков? Кстати, сколько там? Минус 40 дал ему? Чуть не обратил внимания. Сюда. Хорош. Вот такая вот механика, ребят, поняли? То есть они на перерожденные фигуры друг от друга отталкиваются. И вот эта вот паучиха в 2 звезды оттолкнулась только что от паучихи в 1 звезду. Сейчас бы еще на сдачу алхимиков 3 звезды собрать, но я думаю, игра быстрее закончится. Хотя там ребята могут быть очень плотными. Ну, как бы, гадалки не ходи. Ну, кстати, я думаю, нет смысла особо ставить змейку. Я, наверное, оставлю... Да, я оставлю импреску. Знаете почему? Потому что по цене продажи они одинаково сейчас выглядят. То есть, что импреска 5 монет стоит, что змейка 5 монет стоит. Поэтому нет особого смысла. Но у меня будет 2 импрески с огромной кучей дубликатов и с огромными предметами. То есть, у меня будет там 4 безоружия и с руки еще наваливать сверху будет. Там Марси с критами. О, маг. Здорово. Смотрите, что сейчас будет с магом. Змейка в 3 звезды появилась. Змеек спавнится миллиард. Сколько минус сейчас получишь? Не, ну тут мало. Маловато получит. Да, маловато. Минус 30 всего лишь. Мало. Рок войны еще один, кстати, упал. Можно будет в импреску закинуть.
Паучиха еще одна. Не хочется ее апать, но на самом деле, в принципе, можно, потому что мы можем еще потом в будущем найти еще 2 паучихи. Вообще, в идеале как смотрится? Ты находишь 2 паучихи в 2 звезды и 2 паучихи в 1 звезду. Потом ставишь это все под алхимика, алхимик это все кушает, приятного аппетита, и все. Так, пока что еще маг есть. Шар бездны скипать я не буду. Предметы у него неплохие. Поэтому пока маг есть. А ну-ка, ставьте ставки. Насколько быстро закончится игра? Вот поставьте ролик на паузу и напишите в комментариях, на каком раунде закончится игра. Я ставлю, что к 33-му раунду игра закончится. Сейчас вот посмотрим, как мы Марси заберем. Ну, 33-й раунд, игра заканчивается. Вот так вот. 33-й раунд ставлю. Просто как много обезоружий, как много контроля. Вот еще, кстати, Бруда накинула в Марсе Миссы. Она тупо ничего не может. Так, сколько ты... Ой-ой-ой, сколько он сейчас получит? Минус 35, но у него был фрукт. У него был фрукт, и поэтому он пережил. Так бы он уже вылетел. Так бы он уже находился в следующей игре. Так, рок войны в одну импресску закидываю. Можно было бы вторую закинуть, но... Так, ну мне пока что нечего переделать. Я сейчас подожду вот этих вот мобов. С мобов 100% что-то упадет. И потом предмет 5-го тира поищем. Там все такие побитые, конечно. Ладно, пока предметы не буду скинуть, в этом нет никакого смысла. Рыцарю на Луне я сочувствую. Да я в целом им всем сочувствую. У меня слишком огромный стол. Еще один рок войны упал. Ну, конечно, когда я нашел рок войны, надо падать рогу войны. Я возьму шлем Ареса, почему нет? Может, я кучу инвокеров найду еще сверху. Может, у меня еще 2 инвокера сверху будет. В 2 звезды. Поехали. Понял. Вопросов не имею. Ну ладно, это один раз мы сролили. Не знаю, успеем ли мы второй раз сролить. Потому что у меня такое, знаете, предчувствие, что мы второй раз не сможем сролить. Понял. Не знаю, можно горного вождя взять, потому... Хотя, ладно, не нужен. Просто если что, вместо дизраптора можно его будет поставить. Горный вождь, кстати, тоже силен. Просто таких 3 типочка появляется в 3 звезды и начинают топ-пол гасить. Но тут минус в том, что есть воин. А горный вождь, он бьет физическим уроном. Поэтому такое себе решение было бы. А вот дизраптор нормально так будет выжигать. Хотя на самом деле он может моего дизраптора сжечь быстрее на воинах. Поэтому оптимально все-таки будет инвокер. Он бьет и чистым уроном, и магическим, и физическим. Здорово. Сколько ты сейчас минус получишь? Давай, я настрадался против инсектоидов за это время. Время тебе страдать. Это в целом вам страдать. Ну как-то мало. Мало сейчас, да, мало. Минус 35 всего лишь. Ну это мало. Серьезно мало. А, Хекс? Вопросов не имею. Кстати, змейка в 3 звезды собралась. Обалдеть. Я даже не заметил. Яйцо сюда. Ну, я в импресску закину. И вот так сделаю. Сейчас будет 3 хекса лететь, 3 обезоружа. Не знаю, я не хочу сейчас из экономики выходить, потому что мало ли кто-то может меня вынести. Хотя я думаю, это вряд ли. Просто прикиньте, один ролл. Ну, по закону подлости, если бы я еще один раз рольнул предмет 5-го тира, то, скорее всего, бы мне камень Кира сразу не упал. Есть у меня такое предчувствие. Так, воин, здорово. Куча троек. А тебе хана. Кстати, а Хекс один прилетел. А почему?
То есть 3 хекса в одну цель летит? То есть если обезоружь летит по 3 целям, то хекс летит в одну цель, да? Инвокер в 3 звезды появился. Смотрите, что сейчас с ним будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Минус сколько? Минус 34, здорово. А тут что у нас? Ой-ой-ой. Сколько-то ему снес хоть? Ой, ребятки, не забудьте после этого ролика сходить в душ, помыться. Хоть кому-то я дал болт на 28 за эти дни, прям так беспощадно, просто с треском разорвал их. О, я знаю, насколько это мерзкая сборка. Ну, блин, не передать словами, насколько я сейчас кайфанул. Просто, вот насколько, не передать. Я страдал эти несколько дней, чтобы записать этих инсеков. А мне тупо ничего не шло. Зато против меня шло все всем. Фух. Ну, короче. Что мне еще добавить по поводу инсектоидов? На самом деле, мне больше и нечего добавить по инсектоидам. Я все в течение ролика рассказал, как они работают. Вот все, используйте эти знания. Но договоримся. Не против меня. Против меня мы не используем эти знания. Поняли? Поняли. Работаем. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудь поставить свой лайк. А если ты еще не подписан, то обязательно подпишись. Также подписывайся на мой телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.